Переговоры США и Ирана могут возобновиться уже сегодня. В Пакистане ждут иранскую делегацию, передовой отряд американских дипломатов уже на месте. МИД Ирана заявляет, что не в курсе продолжения переговоров. Хексет призывает Иран принять мудрое решение и угрожает Тегерану Дональдом Трампом. Блокада Ормузского пролива. Кораблям удается проскочить и мимо иранцев, и мимо американцев. Как у них это получается? Европейские лидеры на Кипре думают, чем заменить НАТО, нефть из Персидского залива и какие еще санкции ввести против России. В Сальвадоре процесс века над всей мафией сразу. Больше 400 подсудимых в одном зале и судьи по видеосвязи. Новый скандал с Трампом. Из-за репоста оскорбительной речи блогера-трамписта обиделись Индия и Китай. Пекинский автосалон, все больше электричек, все меньше бензина и дизеля. И Тесла уже не законодатель электромобильной моды. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо. И начинаем. Министр войны США Пит Хексет заявил на брифинге в Пентагоне, что блокада Ирана со стороны Соединенных Штатов приобретает глобальный характер, добавив, что у Тегерана есть шанс заключить выгодную сделку с Вашингтоном. Президент Трамп повторил это и вчера. У нас сколько угодно времени, и мы не торопимся со сделкой. И я слышу, как он говорит это каждый день и в частном порядке. Иран знает, что у него все еще остается открытое окно для того, чтобы сделать мудрый выбор. Как мы уже говорили ранее, сделать мудрый выбор за столом переговоров. Все, что им нужно сделать, это отказаться от ядерного оружия реальным и поддающимся проверке образом. Или же вместо этого они могут наблюдать, как хрупкое экономическое состояние их режима рушится под неослабевающим давлением американской мощи. Блокада будет продолжаться столько, сколько потребуется. Все зависит от решения президента Трампа, потому что суть остается сутью. Иран никогда не получит ядерную бомбу. Выбор за ними. Но при этой блокаде время не на их стороне. Кроме того, президент Трамп уполномочил военно-морские силы Соединенных Штатов уничтожать любые иранские быстроходные катера, которые попытаются устанавливать мины в воде или нарушать проход через Ормузский пролив, открывать огонь на поражение. У наших командиров четкие правила применения силы. Если Иран устанавливает мины в воде или иным образом угрожает американскому коммерческому судоходству, либо американским силам, мы будем стрелять на уничтожение. Без колебаний. Так же, как по наркокатерам в Карибском море. Стоит также сказать, это не должна быть только борьба Америки. Мы как страна почти не используем Ормузский пролив. Наши энергоресурсы через него не идут, и собственной энергии у нас достаточно. В то же время Соединенные Штаты хотят, чтобы Европа предприняла серьезные усилия в Ормузском проливе. Я знаю, что разговоров много. Вы видели, я бы назвал это нелепую конференцию в Европе на прошлой неделе, где они собрались и говорили о разговорах насчет того, чтобы, возможно, когда-нибудь что-то сделать, когда все закончится. Это пока не серьезные усилия. Мы бы это приветствовали. Мы бы приветствовали серьезные европейские усилия что-то сделать с этим проливом и этим проходом, учитывая, что именно их энергетические возможности находятся под наибольшей угрозой. Думаю, это тревожный сигнал. Это тревожный сигнал для стран по всему миру. Либо у вас есть возможности, либо их нет. Иначе вы оказываетесь во власти такой страны, как Иран, а единственная страна, которая может что-то с этим сделать, это вооруженные силы Соединенных Штатов. Переговоры между США и Ираном могут возобновиться уже в пятницу, 24 апреля. И снова в Пакистане. По данным пакистанских источников, глава МИД Ирана Аббас Аракчи должен прибыть в Исламабад сегодня. А американская группа логистики и безопасности уже находится на месте. Это расценивают как подготовку к новому раунду контактов. Прямого подтверждения из Вашингтона и Тегерана пока нет. Тем временем пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи заявил в интервью иранскому государственному телевидению, что Тегеран не намерен вести диалог об отказе от ядерного оружия и что переговоры должны быть сосредоточены на прекращении войны и обеспечении национальных интересов Ирана. Мы вели переговоры в период прекращения огня и не уверены, как долго оно продлится. Прекращение огня, которое столкнулось с недобросовестностью другой стороны. Теперь ядерный вопрос больше не может быть главной темой переговоров. Главный вопрос — завершение войны таким образом, чтобы были обеспечены наши интересы и требования. С самого начала мы говорили, что приняли это прекращение огня, потому что оно могло бы стать основой и прологом к полному завершению войны на всех фронтах с учетом интересов страны, включая компенсации, вопрос Ормузского пролива, снятие санкций и все вопросы, имеющие ключевое значение для будущего страны. Для нас было крайне важно иметь возможность ясно поднимать на любых переговорах вопросы снятия санкций, компенсаций и гарантий недопущения повторения военной агрессии со стороны Соединенных Штатов и сионистского режима, а также обеспечить, чтобы это было прямо включено и зафиксировано в любых переговорах.
То, каким образом должен быть возмещен ущерб, нанесенный Ирану, является второстепенным и техническим вопросом. Однако сам вопрос компенсации — это то, чем наша переговорная группа занималась серьезно. Блокада портов страны и недопущение судов к ее портам является актом агрессии. Нападения на суда, в свою очередь, являются как нарушением прекращения огня, так и противоречат международному праву и демонстрируют, что американская сторона не только лишена доброй воли, но фактически имеет дурные намерения. Министерству иностранных дел пока не было сообщено никакого решения относительно продолжения переговоров. Предыдущий раунд сорвался. Иран тогда не подтвердил участие, а делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Венсом так и не вылетела из Вашингтона. После этого Дональд Трамп в последний момент продлил перемирие еще на 2 недели, чтобы дать дипломатии шанс. Но цена этой паузы для Пакистана высока. Уже почти 2 недели столица живет в режиме ожидания саммита. Перекрыты ключевые дороги, усилены меры безопасности, транспорт работает с перебоями. Жители жалуются на остановку автобусного сообщения, срыв поставок продуктов и падение торговли. Один из местных жителей иронично назвал Исламабад новым Ормузским проливом. Сегодня открыт, завтра закрыт. Несмотря на кризис в Ормузском проливе, экспорт нефти из Ирака продолжается. В порт Басры прибыл танкер «Хелга» под флагом Коморских островов. Судно готовится загрузить 2 миллиона баррелей сырья. Это уже второй танкер, дошедший до терминалов после перекрытия пролива во время войны США и Ирана. Тем временем обостряется спор между Вашингтоном и Пекином вокруг задержанного иранского сухогруза. Дональд Трамп предположил, что на борту мог находиться подарок из Китая, намекая на компоненты для производства оружия или ракетного топлива. В ответ представитель МИД КНР Го Цзикунь отверг обвинения, заявив, что Пекин выступает против бездоказательных инсинуаций, а нормальная международная торговля не должна подвергаться вмешательству. Глава Пентагона Пит Хексет в свою очередь заявил, что США продолжат блокаду Ормузского пролива, пока Иран не согласится на условия Белого дома. Это смелая и опасная миссия. Дар миру, исторически преподнесенный смелым и историческим президентом. Эта миссия продолжается сегодня в новой фазе, поскольку у Ирана есть важный выбор — шанс заключить сделку. Хорошую сделку, мудрую сделку. В рамках этих усилий Соединенные Штаты ввели железобетонную блокаду, которая с каждым днем становится все мощнее, от Оманского залива до открытых океанов. Наш военно-морской флот обеспечивает эту блокаду без колебаний и без извинений. Сейчас, как обычно, распространяется много ложной информации. Скажу вот что. Каждое судно, которое, по мнению США, подпадает под наши критерии, то есть либо иранские суда, либо следующие в иранские порты, и из них было развернуто обратно. По состоянию на сегодняшнее утро 34 неиранским судам разрешен проход, и многие уже прошли, в том числе ночью. Блокада не только усиливается. Более того, уже через несколько дней ко второму рубежу блокады присоединится второй авианосец. Но эта расширяющаяся блокада стала также глобальной. Только на этой неделе мы захватили 2 судна иранского теневого флота в Индо-Тихоокеанском регионе, которые вышли из иранских портов до вступления блокады в силу. Они думали, что ушли. Не ушли. США готовят новый военный сценарий против Ирана на случай срыва перемирия. По данным источников CNN, Пентагон разрабатывает планы ударов по иранским силам, контролирующим Ормузский пролив. Главный акцент — так называемое динамическое поражение целей в реальном времени. Речь идет о скоростных катерах, минных судах, береговых ракетных комплексах и других асимметричных средствах, с помощью которых Тегеран фактически блокирует пролив и использует его как рычаг давления на Вашингтон. При этом эксперты предупреждают, даже массированные удары не гарантируют немедленного открытия пролива. У Ирана остаются береговые ракеты, минные возможности и десятки малых катеров, способных быстро атаковать коммерческие суда. Война с Ираном обнажила проблему, о которой в Вашингтоне говорили давно. США могут выигрывать кампании, но слишком быстро расходуют арсенал, пишет сегодня The New York Times. По данным американских СМИ и аналитических центров, за время конфликта Пентагон использовал более 1000 крылатых ракет «Томахок», около 1100 дальнобойных «Ясем» и «Эр», свыше 1200 ракет «Патриот» и более 1000 «Эйтакам-С» и «Precision Strike. Это объемы, сопоставимые с многолетним производством. Иными словами, за несколько недель США потратили значительную часть запасов вооружений, которые изначально готовились под возможное противостояние с Китаем и Россией. Стоимость тоже колоссальная. Независимые оценки называют сумму от 28 до 35 миллиардов долларов и почти миллиард в день. Только в первые 2 суток было израсходовано вооружений на 5,6 миллиарда. Особенно тревожит дисбаланс цены. Иран применял сравнительно дешевые беспилотники и ракеты, а США отвечали высокотехнологичными перехватчиками по $4 миллиона за единицу. Такая модель войны оказывается крайне дорогой даже для крупнейшей армии мира. Последствия уже глобальные.
Ради Ближнего Востока США перебрасывали вооружения из Европы и Азии. Из Тихоокеанского региона ушла авианосная группа. С Корейского полуострова частично сняты элементы противоракетной обороны ТАД. В Европе сократились резервы систем, важных для восточного фланга НАТО. Американские генералы признают, ресурсы не бесконечны. Сенаторы требуют срочно расширять производство боеприпасов, заключать долгосрочные контракты с корпорациями и строить новые мощности. Однако без решений Конгресса деньги на восстановление запасов ограничены. Белый дом официально все отрицает. Администрация Трампа, впрочем, заявляет, что армия США полностью укомплектована и готова к любому сценарию. Война США с Ираном уже бьет по безопасности Европы. Эстония заявила, Вашингтон временно остановил поставки боеприпасов, предназначенных для Таллина, как минимум до завершения конфликта. Министр обороны Ханна Певкур сообщил, что речь прежде всего идет о ракетах для систем HIMARS и комплексах FGM-148 Javelin. По его словам, пауза продлится не недели, а скорее месяцы. Если война затянется, Эстонии придется пересматривать свои закупочные планы и искать альтернативных поставщиков. Сумма задержанных поставок оценивается в десятки миллионов евро. При этом Таллин подчеркивает, действующие контракты сохраняются. Вопрос только в сроках исполнения. Причина проста. США перенаправляют ресурсы на Ближний Восток. Ранее СМИ уже сообщали, что Вашингтон временно замораживает часть поставок союзникам, чтобы восполнить собственные расходы в войне с Ираном. Эстонский министр также подтвердил разговор с главой Пентагона Питом Хексетом. Стороны обсуждали и возможную помощь Эстонии американской операции, в том числе теоретическое участие в обеспечении судоходства в Ормузском проливе. Но конкретных решений пока нет. На Кипре проходит второй день неформального саммита ЕС, где европейские лидеры обсуждают сразу три кризиса: войну США и Израиля с Ираном, энергетическую безопасность и будущее бюджета Евросоюза. Главная политическая тема – сомнения в надежности американских гарантий безопасности. После резкой критики Дональда Трампа в адрес НАТО и его прежних заявлений о Гренландии в ЕС решили активизировать собственный механизм взаимной обороны. Речь идет о статье 42.7 договора ЕС. Это аналог коллективной помощи, который до сих пор оставался скорее формальностью. Теперь лидеры поручили подготовить конкретный план ее применения. Особенно на этом настаивает Кипр после удара беспилотника по британской базе на острове во время иранского кризиса. Прошлой ночью мы договорились, что Европейская комиссия подготовит план того, как мы будем реагировать в случае, если государство-член задействует статью 42.7. Есть ряд вопросов, на которые нам необходимо получить ответы. Допустим, Франция задействует статью 42.7. Какие страны первыми откликнутся на запрос французского правительства? Каковы потребности правительства или страны, которая задействует статью 42.7? Все это будет включено в план, чтобы понимать, если и когда государство-член задействует статью 42.7, у нас был готовый оперативный план для немедленного применения. Параллельно обсуждается энергетика. После начала блокады Ормузского пролива цены на нефть и газ резко выросли. Премьер Испании Педро Санчес предлагает обложить сверхприбыли энергетических компаний специальным налогом и направить средства на поддержку населения и бизнеса. Есть компании, которые сейчас получают выгоду от роста цен на нефть. И поэтому нам необходимо действовать скоординированно, чтобы, как мы сделали во время российского энергетического кризиса, вновь был введен налог на крупные энергетические компании. Чрезвычайный налог, который поможет профинансировать значительную часть мер, позволяющих нам сейчас защищать граждан, предприятия и промышленность. Кроме того, Брюссель уже готовит 21-й пакет санкций против России сразу после принятия 20-го. Премьер-министры действительно настаивали на продвижении и 21-го пакета санкций. Это посылает России совершенно ясный сигнал. Они не смогут нас пересидеть. Это также посылает России совершенно ясный сигнал, что Украина для нас важнее, чем для них, и мы продолжим ее поддерживать. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС продолжит усилия по стабилизации Ливана и открытию Ормузского пролива. Одновременно он обсудил с канцлером Германии судьбу совместного проекта истребителя нового поколения ФКАС стоимостью около 100 миллиардов евро. А канцлер Фридрих Мерц занял жесткую позицию по финансам. Новых долгов и общеевропейских облигаций Берлин не поддержит. Это также станет возможностью для нас координировать действия с Сирией и Иорданией, а не затронутой ситуацией в регионе. Мы продолжаем работу, переговоры ради мира и стабильности в Ливане, а также его суверенитета, наряду со всей работой по Ормузскому проливу, которую мы начали с Великобританией на прошлой неделе.
Сегодня утром у нас состоялись хорошие обсуждения с господином канцлером, и мы поручили нашим Министерствам обороны работать по нескольким направлениям, по различным темам, не только по истребителям будущего, но и по различным рычагам сотрудничества между нашими двумя странами. Таким образом, нашим Министерством обороны поручена эта работа на ближайшие недели, и мы продолжаем продвигаться вперед. Европа никогда еще так сильно не нуждалась в единстве, в большей независимости и большем суверенитете. Спасибо. Сегодня мы будем обсуждать, среди прочего, тему европейских финансов и среднесрочный финансовый план на период, начиная с 2028 года. Я уже сказал своим коллегам, что нам придется определить новые приоритеты. Это означает, что нам также придется сократить расходы в других сферах европейского бюджета. С точки зрения Германии, увеличение задолженности исключено. Равно как не может быть и речи о размещении европейских облигаций на рынке капитала. Москва пригрозила ответом на новый 20-й пакет санкций Евросоюза. Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова заявила, что ограничения против нефти, газа и удобрений якобы ударят не только по Европе, но и по развивающимся странам. Я считаю, что главной характеристикой 20-го пакета санкций Европейского Союза против России стало заявление брюссельской бюрократии и отдельных представителей Евросоюза о том, что они тут же начали работать над 21-м пакетом. Вот все, что они делают, я имею в виду ограничение российского экспорта углеводородного сырья, все это происходит в условиях глобального энергетического кризиса и остро ощущаемой в большинстве регионов мира нехватки доступных ресурсов. Я думаю, что страны, как их называют западники, там, третьего мира, страны, которые ранее были колониями западного мира, они смеются, они не могут поверить своим глазам, что те государства, которые их учили быть как бы цивилизованными, учили их жизни, учили их бизнесу, экономике, принимают абсолютно самоубийственные для себя решения. Пытаясь дополнительно дестабилизировать глобальные энергорынки, Брюссель бьет и по себе, а затем они бьют, естественно, по развивающимся странам, которые уже не в состоянии обеспечивать покупку энергоносителей по искусственно завышенным ценам. Я еще раз хочу сказать, но и сам Европейский Союз уже не может платить втридорога за энергосырье. Какие страны будут напрямую затронуты очередным вот этим 20-м пакетом ЕСовских санкций? Китай, Эмираты, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Турция, Индонезия. К этим странам вроде бы у Европейского Союза претензий не было. Вроде бы они эти страны своими врагами не называли. Вроде бы они не говорили о том, что этим странам они должны нанести стратегическое поражение. А за что же они тогда, эти страны, таким образом, вот так, я не знаю, подвергают таким незаконным мерам воздействия? В Испании спокойно отреагировали на сообщения о возможном давлении США на союзников по НАТО. Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, в США обсуждают меры против стран, которые не поддержали операцию против Ирана, включая возможное лишение влияния в структурах НАТО и даже санкции внутри Альянса. Мы работаем не на основе электронных писем. Мы работаем на основе официальных документов и официальных позиций, которые в данном случае занимает правительство Соединенных Штатов. Позиция правительства Испании ясна. Полное сотрудничество с союзниками, но всегда в рамках международного права. С нашей точки зрения, предмета для спора нет. Мы выполняем свои обязательства. Мы надежный союзник. Мы вовлечены, размещены во многих из тех зон, о которых просили сами страны, и потому полное спокойствие. В Сальвадоре начался один из крупнейших уголовных процессов в современной истории страны. Сразу 486 предполагаемых лидеров банды МС-13 одновременно предстали перед судом в дистанционном формате из тюрем, включая печально известный мегакомплекс Сесот. На кадрах сотни заключенных в наручниках и кандалах, рассаженные рядами перед экранами. Власти заявляют, это верхушка преступной структуры, которая годами контролировала районы страны, занималась убийствами, вымогательством, торговлей оружием и причастна к исчезновениям людей. Прокуратура утверждает, что речь идет более чем о 47 тысячах преступлений, совершенных с 2012 по 2022 год. Обвинение также заявляет, банды пытались создать в стране параллельное государство,
подменяя власть на местах собственным террором. Тип заключенных, которые проходят здесь процессуальные процедуры, это члены преступной структуры МС-13, террористической преступной организации. Здесь находятся те исторические лидеры банд, руководители бандитских ячеек, представители банд, лица, которые на протяжении многих лет приносили нашему обществу траур и боль. Центром процесса стал СИСОТ, крупнейшая тюрьма Латинской Америки, открытая президентом Наибом Букеле в 2023 году. По официальным данным, комплекс рассчитан примерно на 40 тысяч заключенных и стал символом жесткой антикриминальной кампании. Внутри нашей инфраструктуры у нас имеется ряд залов для слушаний, которые позволяют без каких-либо проблем обеспечивать дистанционную связь и тем самым содействовать гарантированию надлежащей правовой процедуры для каждого обвиняемого на этом слушании. Происходящее – часть политики президента Сальвадора Наиба Букеле по снижению уровня преступности в стране. По данным международных СМИ, Сальвадор из одного из самых опасных государств мира превратился в страну с рекордно низкой статистикой насильственной преступности. Это обеспечило Букеле высокую популярность внутри Сальвадора. Однако цена этой политики вызывает серьезные споры. Amnesty International, Human Rights Watch, а также эксперты ООН обвиняют власти в массовых задержаниях без достаточных оснований, нарушении права на защиту, смертях в заключении и бесчеловечных условиях содержания. Критики называют нынешний процесс демонстрацией растущего авторитаризма и диктатуры. Сторонники – историческим моментом расплаты для банд, десятилетиями державших страну в страхе. Новый скандал вокруг Дональда Трампа разгорелся после того, как он перепостил высказывание, где Китай и Индия названы адскими дырами. Фраза прозвучала в эфире американского консервативного экстремиста, радиоведущего Майкла Сэвиджа, в споре о гражданстве по рождению в США, которое закреплено в Конституции. Трамп разместил расшифровку эфира у себя в Truth Social без комментариев. Я имею в виду, что Конституция была написана до авиаперелетов, само собой разумеется, до телевидения, до интернета, до радио. И можно сказать, насколько уместны некоторые из этих аргументов. Когда люди прилетают сюда на самолете на 9-м месяце беременности, чтобы просто родить ребенка. Родившись здесь, ребенок, человек становится гражданином-младенцем, а затем они привозят всю семью из Китая, Индии или какой-нибудь другой дыры на планете. Не нужно далеко ходить, чтобы увидеть, что здесь больше не говорят по-английски. И что среди прибывающих сегодня иммигрантов почти нет лояльности к этой стране, такого никогда не было. Нет, они не похожи на современных европейских американцев и их предков. Ирландцы интегрировались, итальянцы интегрировались, поляки интегрировались, литовцы, румыны, русские. Все они интегрировались и стали американцами в плавильном котле. Идея плавильного котла давно устарела. Теперь это просто денежный котел. Мы перешли от плавильного котла к ночному горшку, как я говорил много лет назад. Ксенофобные и расистские высказывания Сэвиджа и ранее вызывали скандалы. Его увольняли с позором и волчьим билетом с множества радиостанций. Однако никогда прежде его высказывания не распространял на регулярной основе поддерживаемый Белым домом информационный телеканал. И уж тем более его никогда не цитировали президенты. Ни бывшие, ни действующие. Индия уже осудила публикацию Трампа, назвав ее невежественной, неуместной и дурным вкусом. В ответ на дополнительные вопросы по поводу публикации в социальных сетях, в которой, помимо прочего, упоминались индийцы, официальный представитель Шри Рандхир Джайсвал заявил: «Мы ознакомились с этими комментариями, а также с последующим заявлением, опубликованным посольством США в ответ. Эти высказывания, очевидно, неосведомленные, неуместные и дурного вкуса. Они, безусловно, не отражают реальность отношений между Индией и США, которые давно основываются на взаимном уважении и общих интересах». Китай отреагировал более сдержанно. Вот что заявил представитель МИД Го Цзякун. Международному сообществу совершенно очевидно, каков Китай на самом деле. Таким образом, Пекин избежал прямой конфронтации, но дал понять: репутационные выпады Вашингтона в Азии не остаются незамеченными. Особенно накануне предстоящей в апреле встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпиня. Война вокруг Ирана уже привела к откату глобального развития и может отбросить более 30 миллионов человек за черту бедности. Об этом заявил глава программы развития ООН Александр Де Кроо. По его оценке, мировой ВВП уже потерял от 0,5 до 0,8%. Основные последствия – рост цен на энергию, перебои с поставками топлива и удобрений, а также ускоряющееся снижение экономической активности. Наибольший удар приходится по уязвимым странам. Но есть и другие цепные эффекты.
Денежные переводы резко сокращаются. Например, для региона Азии и Тихого океана это 100 миллиардов в год, которые раньше шли напрямую от семьи к семье, а сейчас во многом исчезают. И общее замедление экономики. Очень важно подчеркнуть, это не риск. Это уже происходит. Даже если война закончится завтра, эти последствия уже есть, и они приведут к тому, что более 30 миллионов человек окажутся в бедности. Проблема в том, что в сельском хозяйстве нельзя выбирать, когда сажать. Посевной сезон сейчас, весной. Если вы делаете это сейчас, и у вас нет доступа к удобрениям, вы знаете, что урожайность будет значительно ниже в сентябре, октябре и ноябре. Это нельзя просто исправить, поэтому мы знаем, что продовольственная небезопасность достигнет пика через несколько месяцев, и с этим мало что можно сделать. Это показывает, что то, на что уходят десятилетия, можно разрушить за 8 недель войны. Мы видим, как общий уровень благосостояния откатывается назад. Во многих странах люди живут за счет неформальной занятости и общего прогресса общества. И все это сейчас под давлением. При этом у нас становится меньше возможностей вмешиваться. Потребности растут. Этот кризис накладывается на ситуацию в Газе, а Газа на то, что происходит в Украине, Судане, Южном Судане и так далее. В мире сейчас нет недостатка кризисов. В Ираке растет тревога после того, как США приостановили поставку наличных долларов в страну. Речь идет о партии до 500 миллионов долларов, которые регулярно доставлялись в Багдад для поддержания валютного рынка. По данным источников, решение связано с попыткой давления на власти Ирака из-за действий проиранских вооруженных группировок. Ограничения касаются именно наличной валюты. Безналичные расчеты для торговли и импорта продолжаются. На фоне дефицита доллара в стране уже фиксируется рост курса и скачок цен. Жители сообщают о резком снижении деловой активности и падении покупательной способности. Рынки замедляются, часть торговли фактически останавливается. Иракская экономика сильно зависит от долларовой ликвидности, особенно в розничных операциях, для поездок, лечения за границей и обучения. Ограничение поставок усиливает давление на внутренний рынок. Ситуация развивается на фоне обострения регионального конфликта вокруг Ирана, в который все активнее втягивается Ирак. После того, как распространилась новость о прекращении ежемесячных поставок долларов, граждане начали беспокоиться, и на рынке появилось явное сжатие. Наряду с этим серьезным спадом цены выросли, поскольку доллар постепенно дорожает с каждым днем и становится дефицитным. Прежде всего мы начали переживать. Никто не может тратить деньги, никто не может работать. Сегодня нет работы. Мы прячем деньги, которые у нас есть. Мы не можем позволить себе ничего. Мы переживаем. Сейчас даже самое простое – пойти на рынок, и ты не можешь ничего купить. Сегодня, если у меня есть деньги, я их прячу. Из-за роста доллара нет газа. Как торговцы мы пострадаем. Я боюсь, что не смогу ничего купить. Сегодня я могу купить что-то за 1 динар. Завтра это будет стоить 2 динара. Это убыток. Каждый гражданин боится, не только я. Даже те, у кого есть деньги, не могут ничего купить. В Пекине открылся международный автосалон 2026 года. И главная тема выставки очевидна. Китай ускоряет гонку электромобилей. Одними из первых внимания публики привлекли классические электрокары компании Full Good Motor. Однако основные очереди собрались у стенда BYD. Компания показала новые модели Силен 06 и Сил 07. А главным технологическим анонсом стала батарея Blade 2. Новое поколение фирменных аккумуляторов с упором на безопасность, скорость зарядки и запас хода. Отдельный интерес вызвала специальная версия Seal 07, созданная совместно с популярной игрой Black Myth Wukong. Среди самых ожидаемых премьер – внедорожник V4 9X от Great Wall Motor, построенный на новой платформе Guiyuan S. Также представлены Roewe M7 от Seik и флагманский SUV D19 от Leap Motor. Большой интерес вызвал и Zeekr 8X. Посетители массово изучали салон и цифровые системы автомобиля. Главный тренд салона – крупные трехрядные шестиместные кроссоверы. Именно этот сегмент стал новой ареной конкуренции китайских брендов, где одновременно демонстрируется комфорт, автономные технологии и батарейные решения. По данным отраслевых аналитиков и международных СМИ, Китай остается крупнейшим рынком электромобилей в мире и все активнее диктует глобальные стандарты автопрома. А пекинский автосалон лишь подтверждает, центр автомобильной индустрии все заметнее смещается в Азию.